Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это у нас лекция номер 5. Пока она у нас заключительная на данном этапе, как лекция. И называется она у нас «Выход из системы. Освобождение». Это лекция и это техника, которую я вам дам, вообще вся та информация из этой лекции, она требует от вас, от каждого, определенного состояния разума, определенного состояния вибраций вашего тела физического, энергетического, от готовности, от вашего сознания. И данный переход, данное применение, оно скорее должно быть продиктовано вашим внутренним состоянием. То есть эта 5-я лекция, она подается позже, чем подавались предыдущие лекции. Подается она позже с целью того, чтобы вы, не останавливаясь со всеми теми техниками, которые были даны в предыдущих лекциях, вы продолжали расти, повышать свои вибрации, прорабатывать себя, чтобы у вас была возможность максимально начать понимать сигналы своего тела, энергетических тел, того окружения, в котором вы пребываете и находитесь, для того, чтобы вы уже имея связь и выход на своих хранителей, максимально к ним приближались, то есть расширяли свои возможности, расширяли те связи, которые вы создаете и укрепляете. Поскольку, я повторю, эта лекция и применение этой лекции, оно требует определенных вибраций, оно требует определенной готовности, определенного состояния. Бояться этого не нужно, зацикливаться на этом также не нужно, это бесполезно. Время ускоряется. Почему я ее даю сейчас, а не еще позже? Потому что каждый из вас, он движется в определенном ритме, с определенной скоростью, и у каждого она своя. Прослушав эту лекцию, ее необходимо еще принять, так сказать, переварить. И какое-то время пребывать с этой информацией, задавать вопросы своим хранителям, чтобы они имели возможность дать вам сигналы, определенную информацию, которая позволит вам как раз-таки проследить тот самый подходящий момент и сказать, насколько вы можете это сделать, насколько вы не можете это сделать. Эта техника, это на самом деле я не планировала ее давать, но когда у меня появился запрос о том, а что давать как бы в заключении, мне все-таки сказали об освобождении. И думаю, что это самое логичное, что может быть в нашей работе, в нашем курсе, в нашем труде и в той программе, в которой мы с вами участвуем, и я вместе с вами. Как раз-таки в раскрытии и освобождении. Что это значит? Это в первую очередь значит стать полноценным
свободным человеком в том истинном, естественном свете, понимании, каким было запланировано божественное сознание и создание. Уже у нас были в лекции информация о том, где пребывает сам человек, да, в какой структуре он пребывает, то есть человек, раб. Вы можете просмотреть для большей ясности картины эту лекцию. Я сейчас вам скажу, что это за лекция у нас была. Это у нас была вторая, похоже, лекция. Да, это у нас была вторая лекция. Так вот, просмотрите ее еще раз. И поймите, что пока, даже отключаясь, это все взаимосвязано. То есть для того, чтобы выйти из этой системы, сначала нужно отключиться, потом как бы заново самоорганизоваться, заново собраться, адаптироваться к новому своему состоянию и пребыванию для того, чтобы переходить на следующий этап. Следующий этап и сам выход, он занимает у каждого свое время. И адаптация к этому, она занимает свое время. Это не по щелчку, это не сиюминутно. Нет. Это все занимает определенное время. И, конечно же, это занимает и зависит от вашей решимости, от вашего намерения, от вашего желания и направленности вашей энергии. Зависит напрямую. Зависит напрямую от проявления своей свободной воли и своего свободного выбора. И это должно быть продиктовано именно так. Не потому, что вы прослушали эту лекцию, не потому, что я это говорю. Это решение, этот выбор и проявление этой воли, оно полностью должно быть продиктовано вашим желанием, вашим решением, вашим пониманием, сознанием на том уровне, на котором вы на данный момент находитесь. И я знаю, что сейчас, да, вы получаете результаты от техник. К вам вернулось огромное количество энергии, которая доселе от вас уходила. Да, вы повышаете свои вибрации. И многих из вас смущает то, что на физическом плане как бы мало что меняется. Вы думаете, что ничего не происходит. Вы можете считать, что вы топчетесь на месте. Ну, просто ничего не происходит. Это заблуждение, это ловушка, и мы уже говорили об этом. Для того, чтобы было проявление на физическом плане, необходимо создать определенный запас энергии, то есть создать потенциал энергии для того, чтобы оно воплощалось. Когда повышаются вибрации, этот процесс от замысла до реализации, он занимает секунды. Это в идеале, и это так. Но когда мы только начинаем себя собирать по частям, это не происходит так быстро.
то, что вы думаете, и что ничего не происходит, и обращайте на это внимание. Необходимо понять, что это паразитарные формы. Помните, мы об этом говорили, когда мысли возвращаются, да? И это паразитарные формы. Это то, что не дает и хочет вернуть вас в то обратное состояние, которое было до. Потому что ни одна система не хочет терять свои ресурсы, а вы, каждый из вас, именно является мощнейшей батарейкой, ресурсом для системы, в которой вы находитесь. И она не хочет вас терять, поэтому она через вас же, через вашу энергию внедряет вам мысль о том, что ничего не происходит и что это ненормально, ничего у тебя не получается. Так вот, подпитывать это не нужно. Это сразу нужно отрезать, сжигать, убирать и запрещать вообще вот этой дряни залазить к себе в голову, вообще в свое пространство, каким бы то ни было, в другом варианте, в другом виде. Даже если это вам говорят ваши родственники, да, ваши близкие, ваши друзья, просто не позволять, да, то есть ты занимайся, пожалуйста, своим делом и живи так, как ты считаешь нужным, а я буду делать то, что я считаю нужным. И когда я захочу знать твое мнение, твой взгляд, я тебе скажу, а пока что мне не нужно и мне не интересно ни твое мнение, ни твои взгляды, и твои советы тоже, в общем-то, не нужны. То есть здесь нужно прям отрезать и запрещать себе и блокировать напрочь. Не допускать себе эти энергии, поскольку это все работает против вас и создано специально. То есть это защитные функции самой системы. Понимаете? И они срабатывают автоматически. Они начинают дергать вас. Если через вас они не срабатывают, они импульсом идут дергать ваших близких, которые начинают вам говорить гадости, которые начинают направлять ваше внимание именно туда, куда угодно системе. И это нужно понимать. Здесь нужно быть жестким и, в общем-то, принципиальным в этом вопросе. Это напрямую зависит от вас и под вашим влиянием находится. Итак, вот она система паразитарная, в которой вы сейчас пребываете. Да? Вот это пространство. Это то пространство, где у нас огромное количество, несметное просто количество эгрегоров, всяких государственных каких-то организаций, управляющих организаций, да, это все имеет свои дополнительные эгрегоры, это все, в общем-то, паразитарные, рабовладельческие формы. И в этом пространстве человек раб. Вот это вот вся надстройка, вся система, вот она вся система, да. И эта вся надстройка, все это потребляет человека. Человек здесь находится в неволе, как бы он ни думал. Когда вы работали над собой, вы с этого положения, отрезая от себя все ниточки, поднимаетесь, и вы приближаетесь к краю системы. Ну, чтобы вам было более, как бы, лучше это в себе представить, то мы возьмем купол, да? Вот так вот я это и вижу, как купол. И под этим куполом вот находится вся эта паразитарная система со своими разборками, войнами и всем остальным. Когда вы начинаете повышать свои вибрации, вы поднимаетесь до границы
системы, до границы купола. Здесь находится выход из этой системы. И каждый человек, абсолютно каждый, осознанно своим желанием, намерением, свободной волей, своим выбором способен выйти за пределы этого купола, выйти из системы за пределы этой системы. Как это почувствовать? Опять-таки, вы прошли большой путь, у вас есть связи, есть каналы, вы очистили себя от паразитов, вы продолжаете себя очищать от паразитов, и связь с самим собой ваша повысилась и укрепляется. Это все через ваших хранителей, через ваш дух вы этот момент почувствуете. Так вот, подходя к границе этой системы, необходимо, находясь в спокойном, уравновешенном, стабильном состоянии, проговорить вслух, что я отрекаюсь от прошлого, я отрекаюсь от всякой связи со всеми всевозможными эгрегорами, которыми был задет, была связь. Я отрекаюсь от религий, в какой кто из вас состоит, да, то есть христианство, там, мусульманство и все остальное. Потому что эти эгрегоры религиозные, они самые зубастые, и они нехотя как бы отдают своих адептов, свои ресурсы и своих батареек. Я бы порекомендовала вообще, прежде чем говорить все остальное, для начала отречься от религии, в которую вас в младенчестве, или там, может быть, вы уже были более взрослым, в общем-то, втянули, да? Ну, либо вы сами вступили по каким-то своим на тот момент взглядам, да, желаниям или еще чему-то. То есть, первое, необходимо отречься от религии. Прям так и сказать: я отрекаюсь, я такой-то, называйте свое имя, отрекаюсь от религии, раскрещиваюсь, там разномазываюсь и все остальное. Своей свободной волей подтверждаю, закрепляю, да будет так, так и есть. С этого момента. Я приложу под этим видео, под этой лекцией все тексты, которые необходимы, которые относятся к данной лекции. Итак, в общем-то, когда вы это все проговариваете, вас автоматически выносит в некое такое межпространственное, переходное состояние. Но это не состояние, это как некоторое такое промежуточное поле, да, поле безопасности. Вот здесь почему оно существует? Потому что вот в этом пространстве, да, как раз таки, как я его назвала, переходный, это переходная ступень. Вот здесь вот вы пребываете еще какое-то время, и опять-таки пребывание в этом поле переходном, оно тоже у каждого свое. Когда вы находитесь в этом поле, во-первых, таким образом проходит как бы
это как дополнительная защита для остального пространства, да, вот для этого свободного пространства. И плюс еще оно тоже имеет некоторые функции. Оно вот именно в этом переходном поле начинается серьезная чистка, зачистка и исправление, обнуление возможных каких-то недоработок, неотработок, обнуление кармы, то, что не было обнулено. И эта ступень, этот переход, он занимает, как я уже сказала, разное время. Это не происходит за один день, за неделю. Оно может занять месяц, оно может занять 2, оно может занять 3 месяца. Понимаете? И чем здесь вы это будете ощущать, вот это вот переходное поле вы будете ощущать, потому что это будет намного лучше, намного выше, чем здесь, да, вы были. Но находясь вот в этом поле, еще глазками физически вы не можете и не видеть развитие вашей какой-то жизни или исполнение ваших желаний. И это опять-таки не должно вас трогать и каким-то образом цеплять, потому что вот это переходное состояние, оно еще и хорошо тем, что здесь происходит полная, максимальная чистка ваших всех энергетических тел, физического тела. В этом пространстве происходит настоящее волшебство. То есть здесь вы приобретете какой-то новый опыт, который совершенно вас ошеломит. То есть если вы думаете, что вы и так уже многое как бы ощутили, увидели, почувствовали, поняли, то это не так. Все идет по нарастающей. И все меняется. Настолько, что слов описать это нет. Но есть и минусы. Вот в этом поле у системы есть, поскольку происходит здесь чистка, а все те как бы неразрешенные вопросы, узлы, какие-то кармические, может быть, здесь родовые какие-то кармические вопросы, да, они корень имеют вот здесь в системе. И когда происходит чистка, то есть здесь образуются у вас некие нити, да, то есть они проявляются, вот эти нити, к тем эгрегорам, к тем людям из прошлого, к тем моментам, где образовались, родоначальниками чего были вот эти вот недоделанные вопросы, которые остались в вашем пространстве, в вашем воплощении, задачи которые вы должны решить. И здесь вас способны через эти нити, вот эта система, она способна влиять на вас. Она способна тянуть вас. И почему нужно повышать вибрации? Когда вы подбираетесь и повышаете вибрации, у вас больше шансов понимать себя, считывать свои энергии, связь, которая у вас есть с телом, с пространством, она увеличена, улучшена максимально из того, что было. И вы здесь, считывая эти сигналы, вы можете их отслеживать и понимать, что с вами происходит. Понимаете? То есть это дополнительные инструменты, которые есть у вас в руках. Ниткой можно управлять с обоих концов. С этого и с этого. Если вы понимаете, что вас тянет обратно, и что это, в общем-то, система здесь либо пан, либо пропал, да? То есть либо вы возьмете эту нитку, отсоедините
спалите или вернете обратно, это пан. Если вас за эту нитку начнет стягивать вот сюда обратно, это пропал. Вот находясь в этом пространстве, вполне как бы допустимо и нормально, когда у вас происходят вот такие вот спады, подъемы. Спады, подъемы. Здесь самое главное понимать, что когда у вас появляется спад и некая тоска по людям, обстоятельствам, хандра, плохое состояние, еще что-то, и вам будут сигнализировать, что это. Главное это отследить, понять, отсоединить, спалить, проработать, да? Отсоединить, спалить, это значит проработать. Почему? Потому что вы поняли, что это такое. Вот что значит здесь проработка недоработанного. И вот здесь вас как будто бы еще будут проверять на прочность. Насколько ты готов к выходу в свободное пространство. Насколько действительно ты из 100 возможных взял на себя ответственность. Если из 100 возможных и ты чистый сердцем, чистый помыслом, но здесь главное чистый сердцем, то нитей вопросов будет становиться меньше, энергии больше, она будет повышаться и будет вас продвигать к границе этого переходного поля. Здесь возможны будут вам задаваться некие вопросы. Они могут приходить разным образом. Они могут приходить в таком, ну знаете, такого характера, как что ты готов делать или что ты хочешь делать, да, или почему ты хочешь это делать. И здесь очень важно быть честным, очень важно. Не столь важны ответы, сколько важно, чтобы это было честно и открыто. Вас никто не слышит, кроме ваших хранителей, кроме тех высших хранителей, которые будут вам задавать эти вопросы. И здесь самое главное быть честным. Когда мне приходили такие вопросы, и я предлагала заглянуть в свое сердце, то есть я отвечаю на вопрос и говорю, что вы можете посмотреть, заглянуть в мое сердце, и, в общем-то, все ответы там есть. Насколько это искренне, да, насколько это честно, насколько это открыто. Я думаю, что это очень ключевой момент. Знаете, как в сказках, которые совсем не сказки, но как в сказках, что главное, чтобы был чистым сердцем, открытым сердцем. Как оно будет проявляться у каждого из вас, я не знаю, этим мы с вами поделимся. Но это возможно. И возможно такое, что оно будет, такие вопросы будут задаваться какое-то вот прям время. День, через неделю или прям в один день несколько раз. Вы это будете чувствовать, потому что у вас возникает внутренняя потребность это проговаривать. Понимаете?
прям возникает потребность. Задают вопросы высшие сущности, я так понимаю, да, как я их вижу, как я их считываю, которые как раз-таки являются неким таким мерилом, да, насколько человек душой, духом, сердцем готов и достоин этого выхода из этой системы, да. Но здесь не столько достоин, потому что каждый сам себе абсолютно достоин. Ну, это вот такие вот определенные очень интересные проверки. Как я уже сказала, текст я приложу к этой лекции под видео для выхода сначала из религиозного эгрегора. Его делаете первым. И через какое-то время вы уже можете другой текст. Но опять-таки я повторю, что это все индивидуально. Это не так, что вы посмотрели и, в общем-то, решили. Из религиозного вы можете в любое время выйти, потому что эта паразитарная дрянь, она вас потребляет. Это паразитарная дрянь, которая сжирает вашу жизнь. И здесь не нужно быть каким-то там особо готовым, здесь нужно иметь желание, намерение и понимание, разумность этого решения и этого выхода. После этого выхода, что касается религиозного, у вас могут начаться в течение 2 недель, но это по моим таким, да, наблюдениям и ощущениям, особенно первые несколько дней, до 5 дней, у вас будут возникать какие-то странные мысли, возможно, здесь будет некий такой момент запугивания, какого-то суеверного страха, то есть здесь активируется какой-то вот, знаете, такое говно, которое было накоплено на протяжении там 400 лет, да, с момента создания всего вот этого, всей этой системы. Это суеверия, это какие-то там могут начаться вам мерещиться, я не знаю, там черти, демоны, еще там кто-то. Это защитные механизмы. Это защитные механизмы, и вы как люди разумные, вы должны это понимать и, в общем-то, говорить: фу на тебя, иди отсюда, пугай вон старушек на кладбище, да, а меня не надо. Ну, как-то так. И, в общем-то, 2 недели будет идти некая такая адаптация. Это когда до нее дойдет, что, ну, в общем-то, все. Некий ресурс от нее ушел. И, так сказать, вот эта волновая, да, когда уходит, начинаются такие волновые колебания, когда вот камень в воду бросают. Так вот, 2 недели эти колебания, они будут как бы еще беспокоить, и поэтому у вас будут возникать какие-то вот мысли, ощущения, может быть, какие-то там намеки, информация какая-то странная приходить, да, связанная именно с этой темой, с этим вопросом. И вот 2 недели эти колебания, они, в общем-то, угаснут. Все. И вы будете, в общем-то, оторваны, как бы вышли вы из этой системы, и все, система успокоилась, колебания успокоились, и она о вас забыла. Вот. И здесь наступает момент такого спокойствия. Через это вы ощутите прилив энергии, но опять-таки не сразу. Не сразу. Но все равно придет легкость, придет ощущение своего могущества какого-то, да, и понимание того, что все действительно в ваших руках, особенно все, что касается вас и вашего окружения, того пребывания, где вы
находитесь. Хотя тот текст, который, ну, я бы порекомендовала все-таки так. Но опять-таки все мы абсолютно разные, и все, получая одну информацию, пропуская через свое уникальное сознание, через свои уникальные энергии, каждый, в общем-то, создает свое новое. И это прекрасно. В общем, мои дорогие, когда, в общем-то, здесь все будет отрезано, все будет пройдено, когда все будет отработано, вы почувствуете это. Вы это почувствуете, и вы начнете подниматься вот к этой границе этого переходного поля. Вы начнете подниматься, и здесь тоже начнут происходить очень волшебные, необычные вещи с вами. Я еще хочу дополнить, что именно вот в этом поле переходном у вас будет то описанное состояние, которое я вам рассказывала, цветок жизни. То есть это можно даже, знаете, как отследить это, потому что именно цветок жизни, он пришел вот в этом переходном поле. На выходе, уже у крайней границы этого выхода, вы себя будете видеть и ощущать в других энергиях иначе. Это выход на совершенно новый уровень. То есть само это переходное поле, оно поделено также на ступени. И на каждой ступени повышение вибраций, повышение энергии. Здесь на крайней границе, да, ваша комната, какая бы она ни была, ваша комната приобретет иной вид, иной. В том виде, который у вас есть, я просто давала запрос помочь мне правильно расставить информацию. И вот сейчас мне говорят да. То есть уже у этой границы, во-первых, ваша комната будет иметь иной вид. И на этой границе вам можно подключиться к вселенскому изобилию, к энергии вселенского изобилия, к той технике, которую я сейчас дам. Это та самая обещанная мной техника, которая называется «Золотая шишка». Это энергия изобилия, именно вселенская энергия. Вы на выходе создадите свою, знаете, некую такую свою сеть. Потом, когда вам ее нужно будет качать энергией, сейчас я вам это расскажу.
но пока послушайте предварительно. Вот здесь, на границе, вы создаете эту сеть, но только тогда, когда ваша комната станет иметь иной вид, чем она имеет сейчас. Вот здесь у вас вы создаете, опять-таки это пойдет, понимаете, здесь будет все подвязано. Иная комната, цветок жизни, который у вас будет иметь уже постоянный такой, знаете, не то что вспышками, а будет иметь некое такое более-менее постоянное ощущение этого цветка жизни. И эта система, которую вы будете создавать, она включает в себя цветок жизни, комнату и ту сеть шишек, которую вы будете создавать. Изобилие, энергия изобилия, она создается из... Нет, не так, не из. Помогает создать эту сеть и подключиться к энергиям вселенского изобилия, к божественным энергиям жизни. Энергия сосен. То есть, что вы делаете? Сначала вы налаживаете связь с этим деревом. Это особое дерево. То есть, вы направляете свою любовь, энергию луча из сердца сначала к одной сосне и получаете от нее энергию. Я скажу, что это будет непросто. Почему так? Я не знаю. Но это потребует, опять-таки, усилия и определенного намерения и упорства. Затем вы представляете рощу. Делаете то же самое. Потом вы представляете лес. Делаете то же самое. Отправляете, держите. Получаете, держите. Дальше вы представляете вообще все сосны на планете и отправляете, держите, получаете, держите эту энергию, это состояние получения, понимаете? Да? Дальше, как у меня развивалась история. Дальше вот эта сеть из елей, она немножко расширилась. То есть я знаю, что это дерево, оно имеет место быть и на других планетах, и в других цивилизациях. И прибыло оно, собственно говоря, на Землю попало, также из других цивилизаций. Я расширила свое отправление, и, естественно, получение расширилось. Это мне подсказали. То есть на всех этапах подсказывают, помогают, направляют, дают информацию. И когда я это проделала, образовалась некая сеть. Это очень интересно. Такой рисунок имеет кожа человека. Если поставить вот эти вот поры, провести линии, и это будет идентично рисунку, который я увидела. И этот рисунок вместо пор, там были маленькие такие сосновые шишки. Но рисунок был нарисован золотыми нитями. Этот. И
сколько бы ты ни направлял туда энергии за один раз, да, ничего не происходит. То есть всему свое время. Через несколько дней, в общем, я это насыщала энергией, и в какой-то момент я увидела, что мои шишки выросли, ниточки утолщились золотые, и дальше происходило следующее. Дальше они начали расти, дальше комната, цветок жизни, он еще был не подсоединен, но все уже находилось в одном поле. И дальше эти шишечки, они как будто бы проросли. То есть я увидела, как вот молодые поростки. Когда, в общем-то, в какой-то момент это все выросло, потом оно тут же, то есть это был какой-то миг такой, когда оно выросло, проросло и превратилось в красивые, такие монолитные, красивые золотые шишки. Это, знаете, это вот в архитектуре есть вот эти вот шишки. И это не просто так, да, архитектурная придумка. Все взаимосвязано. Мы живем на костях прошлых цивилизаций. И вот эти вот шишки, они стали монолитными, красивыми и золотыми. И сеть эта стала очень такая прочная. Но все еще было не связано. Связь всего произошла на моменте выхода вот в это пространство. Здесь все собралось воедино. Когда я называла свой курс «Путь к себе», я, ребят, не думала, что это в прямом смысле путь к себе. На этом этапе происходит конкретное очищение на выходе. То есть ты выходишь, здесь происходит конкретное очищение и сборка всех твоих сущностей, которые были расслоены, энергетических, фантомных. Все собирается воедино, происходит очищение, прощение, полная сборка. На этом этапе тот фантом, та энергетическая я, сущность, которая прошла самый тяжелый момент жизни, да, она, в общем-то, падала в пропасть при сборке, потому что ее вибрации были намного ниже этого пространства. Но произошло то, что мне подсказали, нельзя бросать. И здесь произошло очищение, повышение и воссоединение всех фантомов, сущностей в одну. И здесь произошла распаковка, раскрытие духа. И это удивительно, это волшебно, это невероятно. И в этот момент также произошло слияние, соединение всей этой системы. Это не просто, но это очень захватывающе. И все будет отражаться однозначно на вас. На всех этих этапах, к чему бы вы ни были привязаны, и если у вас есть непроработанные свои страсти, свои привязанности, страхи, то поверьте, при том, что вы не готовы принять самый худший для себя вариант, вас затащит обратно в систему. Будь то страх безденежья, или жажда наживы,
или страх остаться без копья, что бы там ни было. Это утащит вас назад. Если это связано с личной жизнью, да, если вы будете не готовы остаться одним или там что-то потерять в своей жизни, то вас утащит назад. Необходимо понимать, что все зависит от тебя. И наличие тех или иных пристрастий, связей – это те нити марионеточных тряпичных кукол, которыми вами управляют. И здесь нужно обрезать все абсолютно нити, принимая и худший вариант как приемлемый для себя, и наилучший как приемлемый для себя. Одинаково спокойно и тот, и другой. Самый лучший настрой – это как будет, так и будет. Но если будет так, значит пусть будет так. Все. Если будет иначе, пусть будет иначе. В этом секрет. Покоряясь, ты становишься хозяином положения. Это значит, что у тебя нет никаких нитей, каналов, через которые тобой можно манипулировать. Другим людям, сущностям, эгрегорам, еще что-то. Понимаете? То есть ты становишься полноправным хозяином самому себе, покоряясь этим обстоятельствам. Без страха, без сожалений, вообще без ничего. Еще что-то хотела рассказать, но мне говорят, что пока это достаточно, путь не окончен, и вполне возможно, что туда дальше программа приобретет еще следующую лекцию, но пока что для заключительной лекции это как раз-таки и хорошая тема, и нужная, важная тема, когда ты почувствуешь и сможешь по-настоящему 100% стать свободным человеком, вольным человеком, открытым, ресурсным, могущественным. Здесь еще вот в этом пространстве к вам могут приходить некие такие инсайты, да, то есть здесь уже напрямую с вами будут разговаривать, и здесь будет информации очень много, и вам будут открываться и подкидываться новые какие-то материалы для размышления. Здесь важно быть открытым, не отвергать ничего, никого. Это пространство, оно создано для того, чтобы здесь выровняться и как раз-таки обрести равновесие, обрести гармонию. Это когда здесь стирается полярность, двуполярность. Это когда человек делит все на белое, черное, плохое, хорошее. Здесь эти границы стираются. Здесь приходит осознание, ты начинаешь кожей осознавать, ощущать, понимать, что нет белого, нет черного, нет плохого, нет хорошего. Все есть для тебя, для твоего воплощения инструменты, возможности, варианты. Другого в твоем поле нет. И также для всех остальных.
То есть здесь на самом деле приходит это прям ощущение, оно вот как будто бы прям ощущается. На этом этапе, в этом поле ваши хранители, те энергии, с которыми вы взаимодействуете, они также начнут для вас становиться более плотными. То есть если вы хранителей видели светом или видели в каком-то образе, в этом поле образы поменяются, в этом поле у вас появится ощущение тактильности, то есть ваши вибрации повысятся до вибраций ваших хранителей, и они для вас как будто бы при взаимодействии станут плотными. Понимаете? Ну, я думаю, что в общем-то это вся информация. В общем, в этом поле будет происходить тоже очень много интересного. Очень много интересного. И нужно все-таки помнить, что здесь, в этом поле, при чистке, да, при отработке, проработке будут возникать какие-то, возможно, подобные уже обстоятельства, вопросы, люди из прошлого. Но вы должны знать, что это прям чистка-чистка. Это вас разбирают до самых там мельчайших ваших частичек для того, чтобы разобрать, вычистить и вновь вас собрать чистеньким, таким, каким вы были до какого-то определенного возраста. У каждого он будет свой. И, конечно, это очень удивительное, интересное путешествие. И я буду рада послушать ваши истории, как они у вас проигрываются, но это очень замечательно. Как будет работать эта система? Я думаю, что, возможно, я с вами поделюсь, как будет в дальнейшем работать эта система. Но это удивительно, это очень интересно. На этом, мои дорогие, я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами свет, да пребудет с вами любовь. До скорой встречи. Пока-пока.